Всем привет! Это будет видеогайд по Яо-Яо, как ее правильно собирать. Начнем с сильных и слабых ее сторон. Начнем с сильных. Первая это она дендроцелителя вне поля боя, позволяющая ей выполнять две роли одновременно, то есть накладывать дендро статус и хилить одновременно. Достойное исцеление, которого достаточно, чтобы сохранить жизнь всем участникам команды. И не требуется ультимативная способность для лечения. То есть, естественно, ультимативная способность лечат больше, но можно подлечивать, так сказать, с помощью элементальной способности. Ее слабые стороны. Это стоимость ультимативной способности, она очень высокая. Ультимативная способность требует, чтобы Яо-Яо была на поле боя, что в большинстве случаев является потерей ДПС. Если у Яо-Яо полное ХП, то есть Юэгуй, также отдает приоритет атаке врагов, а не исцелению персонажей. И исцеление довольно одноцелевое и не так хорошо в кооперативе. Это были слабые и сильные стороны. Теперь перейдем к тому, как ее можно собрать. Тут у нас две, так сказать, сборки есть. Это сборка под дендрореакцию Яо-Яо и сборка под хиллера, то есть лекаря. Начнем с хилл сборки. Для этого нам потребуется значит, нам потребуется вот этот вот сет артефактов. Тут два варианта. Или одеваем вот этот вот сет, так как он дает сет миллилита, так как он дает увеличивает хп, а хил Яо-Яо повышается от количества хп. Плюс во время реакции, то есть во время того, когда ее элементальная атака попадает по врагу, всем членам отряда будет повышаться сила атаки. Ну, атака всех членов отряда. Тут, получается, на 60% будет, потому что тут... И другой комплект брони, это у нас комплект Девы. Вот этот вот комплект. Но это только в том случае, если вы хотите ее полностью как хиллера сделать. То есть чисто хил. Статы прокачиваем таким образом. В часах нам нужно будет процент хп, в кубке процент хп, и в диадеме, ну или в короне, в диадеме, как хотите называть, нам нужен будет бонус исцеления. Из оружия под хил Яо-Яо нам нужно будет значит, из того, что у меня есть, ну, из тех оружий, которые у меня есть, можно поставить фафоний для регенерации энергии. Можно поставить черную кисть, вот это вот оружие, так как оно повышает хп. И еще можно поставить Хому, но это не у всех она есть, потому тут уже на выбор. У кого есть Хома, можете Хому. Из трехзвездочных, значит, вот это вот оружие и вот это. Следующее, значит, переходим к Яо-Яо саппорт под Дендера. Под Дендера саппорт Яо-Яо нам понадобится полностью все характеристики под мастерство. То есть часы мастерство, кубок мастерство, это демо мастерство. Второстепенные подстаты, точнее, нам нужны будут восстановление энергии, процент хп, мастерство стихий и процент атаки. Из оружия на Дендра Яо-Яо нам нужно будет вот это оружие, которое сейчас на мне. Вот это вот оружие, так как оно повышает мастерство и плюс во время реакции увеличивает силу атаки подобравшего лепесток.
То есть во время реакции создается лепесток, и тот, кто его поднимет, оно ему повышает силу атаки. Следующее оружие это будет вот этот вот гроза драконов. Оно тоже повышает мастерство стихий. И другое оружие будет, его у меня нету, это крафтовое копье Китаин. Вот сейчас он на экране появится. Его у меня нету, я его не крафтил ни разу. Оно тоже подходит хорошо для саппорт Яо-Яо. Из артефактов, тут только один комплект артефактов подходит, вот этот вот. Вот этот вот сет. Только. Так как он как раз подходит под дендро саппорт персонажей. И, собственно, вроде бы все на этом. Ну, стоять, еще не все, потому что можно еще вот так вот сделать. Сейчас, извиняюсь. Сейчас. Под саппорт Яо-Яо еще можно собрать... сейчас вот сюда перейду. Вот, можно собрать вот этот вот сет. Но это все зависит от того, если у вас в команде есть еще один саппорт персонаж. Если у вас еще один саппорт персонаж есть с вот этим вот сетом, с вот этим, то тогда собираем на Яо-Яо вот этот сет. Если кто-то уже с этим есть, то собираем с вот этим. То есть меняем в зависимости от того, какая у вас команда. И еще один достаточно хороший саппорт сет. Это новый сет, который у нас попадается вот здесь, вот в этом подземелье. Вот этот вот сет. Тоже хорошо подходит, потому что увеличивает мастерство, ну и плюс увеличивает урон от реакций. Так, значит, на этом достаточно все. Теперь остается только сборка команды, да? Значит, так сказать, премиум команда будет у нас состоять из Яо-Яо как хиллера, Сайна как ДПС, дополнительный ДПС будет Нахида и саппортов будет Фишель. Фишель нам нужна для доп электреакции и саппорт, то есть для регенерации энергии элементальной. Нахида как дополнительный, тот, кто дополнительно будет накладывать элементальную реакцию. И Сайна тот, кто будет, получается, урон наносить. Сайна можно заменить на Кетцин, Аята, Тигнари и Нило. То есть тут вот, если кто-то у вас из них есть, можно заменить. Нахиду и Фишель можно заменить на Райден Шогун, Синьян или Калей. То есть тут заменяем в зависимости от того, что вам больше нужно, как саппорт. И фри-то-плей команда, это у нас Яо-Яо, Лиза, Калей и Синчу. То есть тут будет больше, тут Синчу для дендрогидра реакции и Лиза для того, чтобы запускать вот эти вот семена, которые создаются с помощью дендрогидра. То есть у нас дендро Яо-Яо тоже будет накладывать дендро-реакцию вместе с Лизой. И Калей будет дополнительно дендро-элемент накладывать. Играть Яо-Яо достаточно просто. Тут ничего, так сказать, сложного нету. Выкидываем вот так вот, значит, выкидываем Яо-Ешку, переключаемся на другого персонажа и наносим урон. Нужен хил, переходим снова на Яо-Яо, врубаем ульту и бегаем как ненормальные со спринтом по всей карте. Ну, не по карте, а по полю боя, потому что она хилит только в том случае, когда ты бегаешь по полю боя спринтом или прыгаешь. Ну, потому что у меня был... Я изначально ошибся, я думал, что нужно нажать ульту и переключиться на кого-то.
и ульта продолжит лечить, но оказывается нет. В том-то это единственная самая проблема, что чтобы хорошо вылечить, нужно Яо-Яо находиться на поле боя. Ее ешка вот хилит, если у кого-то не хватает жизней, то есть кто-то плохо, у кого-то не хватает хп, он его хилит в первую очередь. И когда он вылечивает, то есть в команде нет никого, кого лечить, он переключается автоматически на нанесение урона ближайшим врагам. Вот, выкидываем ешку, переключаемся на персонажа и хилимся. То есть вот ешкой как раз таки можно лечиться вне поля боя. Вот ульту нужно все-таки использовать и пока не вылечит всю команду, точнее пока не закончится время действия ульты, с Яо-Яо нельзя переключаться. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Подпишитесь на мой канал, кто не подписан, посмотрите другие видео и не забудьте заглянуть в описание этого видео, там будут полезные ссылки. Еще раз большое спасибо, увидимся в других моих видео.